Всем привет, 25 января 23 год. Вы на моем YouTube канале. Много очень важных, чрезвычайно серьезных событий. Они будут развиваться по-разному. Следующие из них вытекать будут какие-то дальнейшие последствия, они будут сплетаться. Но давайте вот обсудим одно из самых чрезвычайно события, целый ряд событий в одной группе, которые могут просто кардинально, я бы сказал, динамитно поменять всю ситуацию в войне, этой террористической войне геноцидной Российской Федерации, Белоруссии и их союзников с Украиной. И в целом они должны отразиться, конечно же, на мировой ситуации, особенно теперь в Европе, прежде всего в Европе. Итак, как выглядит, что на сегодняшний день, вот на 25-е, уже немецкое правительство во главе с Шольцем коалиционное приняло решение о том, чтобы выделить Украине вот эти очень мощные танки. Они в одной группе стоят, по сути, с американскими Абрамсами, Леопард. Леопард, М2. То есть есть версия М1, она более устаревшая, это М2. Это результат, конечно, действий США, лично Байдена, то есть тяжелейшие у них были переговоры, и параллельно появилось сообщение уже во многих таких, скажем, масс-медиа США и разных таких официальных лиц, но еще не первого уровня, о том, что США выделяют Украине тоже несколько десятков Абрамсов. Разные цифры называются, 30, 50, даже до 100 Абрамсов. В разные периоды типа они могут быть поставлены, но само решение, по сути, Байден якобы или принял, или вот-вот должен уже официально о нем объявить. И естественно, что, это то, о чем я, собственно, уже вам объяснял, рассказывал, говорил, я уже не знаю, как долго, что без этого, в принципе, если танки не будут получены, то, в принципе, надо просто договариваться о прекращении огня с Российской Федерацией, поскольку Украина ничего сделать не могут. Могут сказать, так а есть же советские танки, их же очень много и так далее, и у Украины. Во-первых, они достаточно старые, их надо модернизировать, переоборудовать, там практически нет новейшей электроники. Во-вторых, нет снарядов к ним, как оказывается. Потому что то, что было, то уже заканчивается. А вы помните, какие были огромные расхищения и подрывы складов, чтобы замести эти следы. И в Харьковской области, и в Киевской области, и в других областях. Помните, страшные были взрывы на этих складах огромнейших. Хотя, конечно, Украина это была одна из самых мощнейших баз, где хранились огромных объемах вооружения, снаряды к ним и так далее. Но это все было разворовано за эти 30 лет. И их это легко восстановить. Это вообще нет проблемы. Чтобы увидеть, как это при Кучме делалось, при Януковиче, при Порошенко, при Ющенко. То есть это вообще не вопрос. Было бы только желание. Может быть, даже уже делалось и при Зеленском. То есть оно ж, как говорится, концы ж не горят, файлы не горят. Но кто будет это делать? Кто будет этим сейчас, еще во время такой тяжелейшей страшной войны, этим заниматься? Поэтому есть что есть. И практически Украина в данном случае должна для того, чтобы функционировать и вести дальнейшую войну с агрессором, ей нужны эти танки. Теперь давайте, есть сделан такой небольшой анализ, получается следующая ситуация с этими танками, которые могут, исходя из публикаций и официальных лиц, и средств массовой информации, которые, достаточно быстро могут леопарды поступить в Украину. Например, Испания в состоянии дать 53 таких танка леопарда,
и из них 20, в общем-то, готовы к использованию, а остальные надо привести в порядок. Но это как бы не проблема. Ну, Испании больше, я вам называл цифры. Германия может дать, ну и уже, в общем-то, говорит, что дает вот эту роту. Германия 14 танков Леопард-2. Нидерланды дают 18, потому в аренде эти танки. Они взяли у Германии, они их могут передать. Польша дает 14 танков, может и больше дать, потому что у нее есть такие возможности. Она получила Абрамсов много, несколько, 250 что ли, поэтому она может дать больше. Португалия, это речь идет о 4 танках, может дать и больше. Ну и Норвегия 8 танков. То есть так прикидочно получается где-то вот 111 танков, но я думаю больше. Там если вот добавить всех, кого я назвал, плюс Греция может дать, вот, исходя из этих всех. Плюс может Словакия дать, Чехия может дать. То есть речь идет о том, что на первом этапе где-то 150 леопардов может быть собрано очень быстро, и подготовлены должны же быть им экипажи, правильно? То есть это, считайте, еще надо вот, ну, видимо, сколько там, по 4 человека, плюс те, которые обслуживают, плюс танцы, ну, в общем, это надо новых воинов готовить, потому что тех же не хватает. То есть танкистов. Поэтому вот речь может идти, что в состоянии западные страны, Германия вместе, дать первую партию 150 танков. Как известно, Залужный, когда давал интервью недавно западному какому-то изданию, он говорил, что ему надо, что вооруженным силам Украины надо 300 танков. Но может дать спокойно, конечно. США может дать этих танков, тех же Абрамсов, тоже еще 150 и 200. Могут еще найти леопардов. Есть еще эти леопарды. То есть фактически уже, ну, 300, конечно, леопардов, я не знаю, смогут ли они собрать, но где-то до 200 леопардов вполне может это быть. И если к этому добавить еще, если американцы очень, так сказать, будут оперативными и тоже дадут 200 хотя бы, 200 могут дать, 150-200 Абрамсов, то Украина, конечно, по сути будет иметь ударную группировку, которой можно уже действовать очень активно, наступательно на этом фронте с Российской Федерацией. Вот это первое такое чрезвычайно важное событие. По сути, можем говорить, что Запад встал полностью уже на сторону Украины. И уже понятно, что февральский вот Рамштайн это будут самолеты. Более того, уже Кулеба, министр иностранных дел, сказал о подводных лодках, об других плавсредствах, что могут дать и Германия, и другие. Ну еще там Великобритания, челленджеры танки может дать. То есть, ну так реально, плюс французы. То есть можно говорить, что в принципе 300 не 300, но где-то к этому. То есть до 200 танков очень быстро Украина может получить и нанести, конечно, таким танковым кулаком нанести удар. Ну, например, даже в том же Кременной и этой самой Кременная, Сватово, это, конечно, или где-то там рядом. То есть, по сути, создать чрезвычайно тяжелую проблему для Путина. Вот это уже реальная проблема. Плюс, как только придут эти танки и еще другая к ним сопутствующая техника, обслуживание, техпункты, запасные части, снаряды и все остальное, то, конечно, уже надо тогда говорить, что практически это Украина уже член НАТО. Ну, давайте реально говорить. То есть, если зайдет эта летальная техника, тяжелая, ударная, бронетанковая, ну, тогда плюс Мардеры или Мардеры эти штатовские, плюс другие полутанки, полулегкие еще французские легкие танки. Ну, по сути, это уже натовский, Украина будет соответствовать через 2-3 месяца натовским, причем высшим таким, знаете, универсальным натовским стандартам. То есть она уже в полном объеме, тогда где-то, если вот так все будет продолжаться, к началу апреля Украина будет в полном объеме биться уже с западным оружием разных стран, я подчеркиваю, разных стран.
То есть Украина уже будет выступать как ударная сила против диктаторской Российской Федерации Путина, КГБистской, и которая в полный рост поддерживается Западом. Вот это я бы вам сделал второе такое заключение. Теперь смотрите, как ситуация получается дальше. То есть, если вот такая будет, кстати, Великобритания готова дать 14 танков, так? Абрамсов там 50, там будет еще Финляндия, Швеция должны дать. То есть, фактически можно говорить, кстати, Испания имеет таких 108 машин. Поэтому вообще нет проблем с точки зрения того, что Украина может... Еще, кстати, у Бельгии есть, они там на хранении у частных фирм находятся. То есть Украина будет иметь серьезнейшую танковую группировку, и российские войска не смогут ее остановить. К ним добавятся также соответствующая артиллерия. Тут прошла информация, что якобы московицы, там ДНР или кто там захватили вот эту гаубицу, которая там прострелила тогда Дугина, разрушила тот ресторан, где он был, и так далее. Если это правда, конечно, это не совсем приятно. Кстати, почему вот это вранье все время идет? То есть не сообщается правда, не сообщается все время лживость. Лживость идет якобы это в целях, чтобы враг чего-то не знал. Враг и так знает. А вот то, что Зеленский дурит народ, вот это очень плохо. И давайте теперь такой я вам вывод сделаю из всего этого, а потом мы постараемся это раскрыть. То есть вот Путин уже четко понимает, что все, несмотря на все их, так сказать, ужастики, этого их всех руководства, угрозы ядерного Армагеддона, что они первые попадут в рай, а те, которых ударят ядерными ракетами, Запад не попадет в рай, только будет туда Путин имеет карт-бланш, так сказать, пропуск специальный там. Вот это прочая дурня, которая говорится, там мне, кстати, какой-то там интересный такой, Дуремар, другого слова не могу назвать, сказал, что типа там в Библии, что-то я там типа в Библии не так понимаю и так далее. Когда я объяснил, что если Путин и его шобла КГБистская, это Бандостан этот применит ядерное оружие, то это называется, что они совершили акт самоубийства. И они попадают туда, в нижние слои ада, к Люциферу. А там какой-то мне дуремарушка написал, что типа есть самопожертвование. Надо быть полным, не хочется плохие слова говорить, другие даже нельзя подобрать. Потому что какое самопожертвование? Самопожертвование чего, для чего и почему? Вы о чем? Кто напал на Украину? Московиты напали, Российская Федерация, каннибалы напали. Какая война против Украины ведется? Геноцидная. С какого года? С 2014-го. Кто украл у Украины, захватил территории? Крымский полуостров, Луганскую область, Донецкую, Херсонскую, Запорожскую. 5 областей. Кто забрал? Украина нет, Украина вообще ничего не забрала. Российская Федерация. Откуда шла агрессия на Киев, на Чернигов, на другие города? С белорусской территории, на Сумы, с российской территории. Кто разрушил вокруг Киева города? Кто пытал наших женщин, стариков, детей, и убивал и так далее? Путин по его приказу и российские силы. Значит, кто будет в ад идет? Путин идет, Гундяев идет, Дима Медведев, Рамзанчик Кадыров идет. Вот это все шобло. Володин идет, Песков идет, Лавров. Они уже прямиком в ад идут. Они полностью нарушили все каноны Евангелия. Поэтому о чем говорить? Какое самопожертвование? Вы о чем? А если ядерное, то это называется акт массового самоубийства. Это тогда Путин просто туда попадает в объятия
как раз Каина и Иуды, причем без всяких вариантов. Ну, там есть Гитлер, еще Наполеон, Сталин, там много шмурдяка всякого. Вот. Ну, Путин у них подстилкой будет, табуреткой какой-то. Там шкуру с него снимут, там Люцифер из нее какой-нибудь там этот самый абажур сделает. То есть тут надо четко понимать. Гундяев там тоже будет выполнять функции унитаза просто. Из него унитаз сделают, на него эти самые будут ходить, там его соратники Люцифера будут в него ходить. Поэтому не надо иллюзий. Иллюзий не надо. Это мистическая война началась. Поэтому как бы будете вы отвечать по полной программе на сегодняшний день. Я не говорю там, что Зеленский там такой прямо козырный и так далее. Он тоже нехрист. Тут это объективная реальность. Поэтому, причем он не признается, кто он. Если бы признался, это ж такое дело. Не крещеный, да и не крещеный. Но он скрывает это. Ермак скрывает, он скрывает, Таранов скрывает. То есть они жрут, Шмигаль тот же самый. Кто? Мы не знаем, кто они. Вот это есть большая проблема. Поэтому вот первое такое видео небольшое хотел бы вам сделать. То есть произошел прорыв. Это кардинальнейший прорыв, прямо скажем. И это огромнейший вызов, атака, мощнейшая атака на Путина, на его КГБистскую банду, на это шобло кремлевское. Поэтому теперь он должен будет принять соответствующие меры, он должен дать ответ. Он должен дать ответ, поскольку, ну, время надо, конечно, надо подготовить команды, технические системы, ну, много-много всего сделать. Ну, в принципе, можно говорить так, что если сегодня мы имеем вот 25 января, это еще февраль. То есть февраль уйдет на то, чтобы подготовить вот этот ударный кулак танковый для прорыва. Как это будет сделано? Конечно, он не будет на территории Украины готовиться. И эти кадры тут в Украине не будут готовиться. То есть это все будет подготовлено в близлежащей стране, там Польше или в Словакии. Вот. Ну вот где-то там будет. Венгрия, к сожалению, выпадает. Может быть в Румынии частично. То есть это вот в этом ареале будет подготовлена эта ударнейшая танковая бронетанковая группировка, которая ударит потом на фронт. То есть у Путина реально на сегодняшний день осталось, что получается, это неделя еще января плюс февраль, все. А затем, конечно, для него наступают вырванные там уже, так скажем, дни, часы, недели, я уже не говорю про месяцы, то есть будет пролом. Вот исходя из этого, он должен для себя будет сейчас принять соответствующее решение, чтобы опередить, нанести упреждающий, то, что я вам рассказывал, упреждающий удар по Украине, по Киеву, по Львову, по центрам принятия решений. Вот я так думаю. То есть вот эти решения, ну и будет по Германии удар, конечно, обязательно будет по Польше, Германии теперь, по некоторым другим странам, потому что они уже встали в полный рост. Это уже фактически они уже включились в войну Украины с Российской Федерацией, с Украиной, нас полностью на стороне Украины, и теперь война переходит на значительно более высокий, качественный уровень, и это уже прямое, тотальное столкновение. Вы с Олегом Соскиным, вот такой первичный анализ вам делаю. Подписывайтесь на канал, посмотрите, хорошее там, я думаю, вам материал понравится. Мы с этим сделали нашим, Шелестом, да, Шелестом Александром. Так что вот с Политекой должны теперь сделать, тоже, может, сделаем на днях. Ну, с Немырией Укрлайф посмотрите недавно, будет интересно. Подписывайтесь, спасибо за поддержку. Вот, и там мне задают очень серьезные вопросы, и поддерживают, и канал поддерживают, и комментарии просят дать. Я сейчас это вам сделаю. Почему же все-таки приезжал вот этот глава ЦРУ Бернс, собственно, на той неделе он приезжал, еще даже, может, и 7 дней нету, в Украину, и после этого пошли вот эти все отставки и так далее. Давайте попробуем про это поговорить. Ну, до новых встреч, идем дальше.